Очень инсайтное упражнение «Закрыть половину проблем жизни». Эмоций всего две. С этим можно играться всю жизнь. Спокойнее относиться к агрессиву со стороны других. Моя система опирается на то, что эмоций у нас всего две. Базовые эмоции – это страх и любовь. Все остальные эмоции – это производные от этих двух. Можете со мной спорить, так уже многие пытались. В итоге всегда приходим к тому, что эмоции только две. Все остальные исходят из них. Сейчас все поясню. Любовь в данном случае – это эмоция жизни. Когда вы любите, принимаете себя и мир вокруг. Все положительные чувства – это и есть любовь. Все чувства, которые нас расширяют, мы даже чувствуем, как немножко становимся выше, как раздвигается грудная клетка, расправляются плечи, как будто крылья вырастают за спиной. Это и есть чувство любви. Все позитивные эмоции – это про любовь. Радость расширяет, азарт, драйв расширяет, расслабленность расширяет. Это все любовь. Любовь к себе, к жизни. Это про доверие, про намерение, про позитив, про потенциал, про развитие. Все негативные эмоции, которые сжимают, это страх. Зависть сжимает, тревога сжимает, чувство никчемности сжимает. Это все страх, проявление, осуждение, наказание, страх боли. Это защитная реакция сжаться в эмбрион, чтобы тебя никто не трогал. С этим можно играться всю жизнь. Это как шикарный тренинг по саморазвитию. Каждый раз, когда чувствуете какую-то негативную эмоцию, задавать себе вопрос: чего я сейчас боюсь? Откуда этот негатив? Что это за страх? Это очень инсайтное упражнение. Одни только осознание, что ваш негатив идет из какого-то страха, уже может решить и закрыть половину проблем жизни. Приведу один небольшой пример, свой личный. Когда-то я просто презирала, меня бесили глупые, беспомощные женщины. Как можно быть такой вот: я вся такая воздушная, ничего сделать не могу. Конечно, я с легкой завистью смотрела, как к таким женщинам бросаются мужчины, чтобы их спасать, выручать, носить их на руках, делать за них, думать за них. Потому что, она же такая глупышка, она же не справится. А я вся такая умная, сильная, самодостаточная, я и сама справлюсь, что ко мне лезть. И осознав, что у меня есть негативное осуждение таких легкомысленных женщин, начала себя спрашивать: чего я боюсь? Это страх. Мой страх чего? И ответ не заставил себя долго ждать. Я вспомнила, как в детстве, когда я еще была совсем маленькой, не смогла залезть на высокий стул, и взрослые надо мной посмеялись. Они меня пристыдили тем, что что ж ты как маленькая, ничего сделать не можешь, вот ты какая глупенькая. Мне стало очень стыдно, и тогда, будучи маленьким ребенком, на сильных эмоциях вот этого стыда и чувства вины, я приняла решение быть сильной, умной и способной на все. Как только я это вспомнила, поняла, откуда взялась эта программа, потихоньку начала отпускать. И теперь я сама иногда такая легкая, глупая, беспомощная женщина. По крайней мере, я могу себе это позволить. Надеюсь, я вас убедила в том, что негативные эмоции идут из страха. Опять же, предлагаю вам с этим поиграться, поанализировать, понаблюдать за собой. И особенно полезно посмотреть на других. Каждый раз, когда сталкиваетесь с негативом от других людей, задавайте вопрос: а какой страх там, на той стороне? И это тоже может закрыть очень много вопросов и поможет вам спокойнее относиться к агрессиву со стороны других.